Поставь будильник на миллиард лет вперед. Когда он зазвонит, океаны Земли уже выкипят, а от привычной голубой планеты останется сухой, раскаленный шар. Сегодня оно, как обычно, просто взошло, и почти никто не задержал на нем взгляд дольше секунды. Первая мысль почти у всех одинаковая. Звезда стареет, значит тускнеет, гаснет потихоньку, как затухающий костер. С Солнцем все ровно наоборот. Большую часть своей жизни, включая нынешний момент, оно не угасает, а становится ярче, и это можно измерить. Солнце сегодня шире Земли примерно в 109 раз, а температура его поверхности держится в районе 5800 градусов по шкале Кельвина. Через миллиард лет из этих же 109 поперечников и 5800 градусов получится уже другая арифметика. В ядре Солнца водород не просто горит, он меняет устройство всей звезды. Водород в ядре превращается в гелий, а гелий тяжелее и плотнее, поэтому ядро медленно уплотняется под собственным весом. Плотное горячее ядро разгоняет реакции синтеза быстрее, а более быстрый синтез поднимает светимость звезды. Специалисты, которые строят модели внутреннего устройства звезд, оценивают: Солнце становится ярче примерно на 10% за каждый миллиард лет своей жизни на главной последовательности. С момента, когда оно устойчиво засветило 4,5 миллиарда лет назад, светимость выросла примерно на треть, а по некоторым оценкам почти на 40%. Заодно каждую секунду Солнце теряет на превращение вещества в энергию по этой же связи массы и энергии несколько миллионов тонн собственного вещества, хотя на фоне всей его массы это ничтожная доля. Есть тут еще одна деталь масштаба, от которой у меня самого мурашки. Свет, который прямо сейчас падает на страницы книги или на кожу, покинул видимую поверхность Солнца всего 8 минут назад, но зародился в виде излучения в его ядре значительно раньше. Пробираясь наружу через плотное вещество звезды, фотон рассеивается на каждом шагу и, по разным оценкам, тратит на этот путь от нескольких десятков тысяч до пары сотен тысяч лет. И только потом, 8 минут, летит через пустоту до Земли. Это как письмо, которое 100 тысяч лет тащилось через внутренние коридоры почты и лишь в самом конце долетело до адресата всего за 8 минут по открытому небу. Энергия, которую мы видим сегодня, в буквальном смысле старше человеческого вида. На человеческом веку сам рост яркости не заметен совершенно. Спутники, которые годами следят за яркостью Солнца, измеряют ее с точностью до сотых долей процента и с трудом ловят даже короткие 11-летние циклы активности, не то что медленный многовековой наклон кривой. Тем, кто строит модели звезд, спорить тут особо не о чем. Направление роста давно всем ясно. Проверяют эти модели не только по свету, но и по звуку, в широком смысле слова. Поверхность Солнца непрерывно колеблется от волн, бегущих через его недра, и по рисунку этих колебаний, примерно так же, как по сейсмическим волнам изучают недра Земли, можно восстановить плотность и температуры на разных глубинах звезды. Именно эти данные и подтверждают, что рост яркости не выдумка теоретиков, а прямое следствие того, что происходит глубоко под видимой поверхностью. Астрономам эта медленная прибавка яркости нужна не только ради красивого графика в учебнике. Раз почти любая звезда вроде нашей ярчает с возрастом по одному и тому же закону, по текущей светимости и массе, можно довольно точно оценить возраст далекой звезды, которую никто никогда не сможет посетить и измерить напрямую. Локальная особенность одной конкретной звезды превращается в линейку для тысяч других. Но если молодое Солнце было слабее нынешнего, почему Земля не превратилась в ледяной камень? Раннее Солнце было заметно тусклее нынешнего, примерно на 70% от текущей яркости. При такой слабой звезде океаны Земли должны были замерзнуть на первые пару миллиардов лет ее истории. Но горные породы говорят обратное. Крошечные кристаллы циркона из Западной Австралии сохранили следы жидкой воды возрастом почти 4,5 миллиарда лет, а первые следы жизни находят уже в породах возрастом около 3,5 миллиардов лет. Дополняют картину подушечные лавы того же периода. Такую характерную форму застывшая лава приобретает только под слоем жидкой воды, а значит, вода в те годы действительно покрывала часть поверхности. Вода на планете была жидкой именно тогда, когда по расчетам ей полагалось превратиться в лед. Термин для этого противоречия придумали в 1972 году астрономы Карл Саган и Джордж Маллен, и с тех пор его называют парадоксом тусклого молодого Солнца.
Похожая история, кстати, разворачивалась и на Марсе. Он получал от молодого Солнца в те годы примерно вдвое меньше света, чем Земля. И все равно геологические следы говорят о жидкой воде на его поверхности на протяжении сотен миллионов лет. Если для теплой Земли слабый молодой свет уже был проблемой для расчетов, то для более холодного и далекого Марса та же проблема встает еще острее. Первую и самую очевидную догадку проверили практически сразу. Может быть, датировка пород просто не точна, а вода на самом деле появилась значительно позже, когда Солнце уже разогрелось. Проблема в том, что независимые методы датирования год за годом подтверждают один и тот же возраст, а не размывают его. Отдельные исследования гренландских пород возрастом почти 4 миллиарда лет пошли еще глубже и показали, что ранние океаны могли быть примерно на четверть больше нынешних, судя по составу морских минералов. Но даже эта деталь объясняет тепловой баланс планеты лишь частично. Точного объяснения самого парадокса пока нет, есть только версии, и ученые держат в уме сразу несколько. По одной из них, вулканы молодой Земли выбрасывали куда больше парниковых газов, метана и углекислого газа, чем сегодня, и это удерживало тепло не хуже плотного одеяла. По другой, темные ранние океаны и почти полное отсутствие льда снижали отражательную способность планеты, поэтому она поглощала больше света, чем поглощает сейчас. Третья версия смотрит не на Землю, а на само Солнце. Возможно, молодая звезда была немного массивнее нынешней и теряла вещество через мощный солнечный ветер настолько быстро, что при этом все равно светило ярче, чем предсказывают простые модели. Хотя саму эту гипотезу о более массивном молодом Солнце многие исследователи считают крайним и не самым вероятным вариантом. Из этих трех версий мне лично ближе вторая, про темные океаны и почти полное отсутствие льда. Она не требует никаких экзотических предположений о самом Солнце, только более внимательного взгляда на саму Землю. Ни одна из версий пока не закрывает вопрос полностью, и парадокс тусклого молодого Солнца остается открытым. Метановое одеяло само по себе продержалось не вечно. Примерно 2,5 миллиарда лет назад ранние микробы, освоившие фотосинтез, накопили в атмосфере достаточно кислорода, чтобы уничтожить большую часть атмосферного метана. Геологи называют это событие великим окислением, и оно, судя по всему, лишило Землю одного из ее тогдашних источников тепла, как раз в тот момент, когда собственная яркость Солнца еще не успела набрать достаточную силу, чтобы принять эту роль на себя полностью. Тот же самый кислород заодно открыл дорогу куда более сложным формам жизни, которые просто не могли существовать в мире без свободного кислорода в атмосфере. Тут я нарочно спотыкаюсь. Привычный образ звезды, которая тихо угасает с возрастом, к первым 4,5 миллиардам лет жизни Солнца просто не подходит. Кривая яркости здесь идет вверх, а не вниз. Метафора медленно потухающего огня принадлежит совсем другому отрезку этой же истории, и до него еще далеко. В этой истории будет еще несколько мест, где интуиция подводит так же сильно, и разбирать их интереснее через цифры, чем через красивые образы. Тот же самый рост яркости, который удобно объяснять в процентах, через некоторое время перестает быть отвлеченной цифрой. Климатологи оценивают, уже через миллиард лет светимость поднимется настолько, что нарушится многолетний круговорот углерода через силикатные породы. Тот самый механизм, который столько времени удерживал уровень углекислого газа в атмосфере в рабочих пределах для растений. Работает этот механизм примерно как насос. Дождь вымывает углекислый газ из воздуха и постепенно разрушает силикатные породы. Тектонические плиты затягивают получившиеся осадки обратно в мантию, а вулканы со временем возвращают часть углерода назад в атмосферу. Пока светимость стабильна, насос держит равновесие. Когда солнце становится ярче, дожди усиливаются, выветривание ускоряется, и насос вычерпывает углекислый газ быстрее, чем вулканы успевают его восполнить. Ломается этот насос обычно первым делом на суше, там, где выветривание горных пород сильнее всего зависит от дождя. В этих расчетах углекислый газ проседает резко, а без него фотосинтез у наземных растений останавливается. Растениям попросту нечем будет дышать. Дальнейший сценарий для океанов уже привычен планетологам. То же самое однажды случилось с Венерой. Теплая атмосфера удерживает все больше водяного пара, а сам водяной пар работает как еще один парниковый газ, и это разгоняет нагрев еще сильнее. Когда испарение становится необратимым,
необратимым, водяной пар поднимается высоко над поверхностью. Там его разрушает ультрафиолет, легкий водород улетает в открытый космос навсегда, а кислород остается связанным в породах. Вода в таком сценарии не возвращается даже через миллионы лет дождей, потому что ее попросту больше нет в системе. Обратного пути нет. Той же тенденцией пользуются и охотники за жизнью на других планетах. Раз светимой звезды солнечного типа неизбежно растет, а зона с жидкой водой вокруг нее со временем сдвигается наружу, у каждой обитаемой планеты есть не бесконечное, а вполне измеримое окно времени, в течение которого условия остаются подходящими для сложной жизни. Астробиологи используют именно эту логику, оценивая возраст и стадию эволюции звезд у далеких экзопланет, чтобы понять, сколько времени в принципе было у гипотетической жизни там, чтобы успеть развиться, прежде чем светимость звезды вытолкнет планету из пригодной зоны. Свежие исследования немного смягчают прогноз именно по срокам этого перехода. Часть специалистов предполагает, что сложная жизнь на суше может продержаться дольше более ранних оценок, если некоторые звенья углеродного цикла поведут себя не так резко, как в упрощенных моделях. Я бы не спешил радоваться этому смягчению. Одно новое исследование меняет один параметр модели, а не всю картину целиком, и подтверждать его должны независимые расчеты, а не читательский оптимизм. Пока это одна поправка в модели, а не новая судьба Земли. Через 5 миллиардов лет Солнце перестанет помещаться в привычную схему. Водород в самом ядре закончится полностью, термоядерные реакции сместятся в тонкий слой вокруг ядра, и звезда начнет раздуваться всерьез. Сначала как подгигант, а затем как классический красный гигант. Радиус вырастет более чем в 100 раз, а по некоторым моделям и в 200, и наружные слои дойдут примерно до нынешней орбиты Венеры. Меркурий и Венеру это точно поглотит. Красный цвет у нас в быту обычно связан с тлеющими, а не с пылающими углями. И поэтому кажется, что раз звезда покраснела, значит она слабеет. С красным гигантом все ровно наоборот. Его поверхность действительно холоднее нынешней солнечной, но сама поверхность разрастается настолько, что суммарная светимость все равно в разы превышает нынешнюю. Огромная и на вид тусклая поверхность способна светить куда мощнее маленькой раскаленной, и даже в стадии красного гиганта Солнце остается звездой, которая прибавляет в яркости, а не теряет ее, вплоть до самого конца этой стадии. Модели красных гигантов не приходится проверять только расчетами на бумаге. В небе достаточно настоящих звезд солнечного типа, которые уже прошли этот путь. Альдебаран и Арктур давно стали красными гигантами, и их реальные размеры, температура и светимость с хорошей точностью совпадают с тем, что предсказывают модели для будущего Солнца. Это не гадание о далеком будущем, а сверка расчетов с уже готовым результатом у соседей по галактике. Мне такие сверки с реальными звездами нравятся куда больше красивых прогнозов без доказательств. И если вам тоже, оставайтесь здесь. Разборов через числа, а не через настроение, будет еще немало. Не все здесь выглядит настолько мрачно. Пока Солнце будет разбухать, зона вокруг него, где на поверхности планеты может держаться жидкая вода, сместится наружу, сначала к орбите Марса. Марс ненадолго окажется в этой зоне, хотя атмосферы, способной удержать воду на его поверхности, к тому моменту у него, скорее всего, уже не будет. Со временем эта зона захватит и орбиты спутников Юпитера и Сатурна. Там, подо льдом, где уже сейчас подозревают жидкую воду, может на время стать теплее, хотя это пока лишь любопытная возможность, а не подтвержденный сценарий. Судьба именно Земли до конца не решена, даже в свежих расчетах орбитальной динамики. Часть моделей утверждает, что планета, которая с самого начала обращается вокруг звезды на расстоянии примерно в 1,5 раза больше нынешнего земного, способна пережить раздувание светила и остаться на широкой орбите вокруг того, что от него останется. Сама Земля находится ближе этой границы почти во всех расчетах, и шансы на то, что ее просто вытолкнет наружу приливными силами, невелики. Не повезло с местом в очереди. Мне здесь интересна одна деталь из недавних расчетов. Поглощение планеты оказывается не аккуратным и предсказуемым процессом, а скорее хаотичным, зависящим от мелких деталей орбиты, которые заранее не измерить. Один и тот же набор стартовых условий не гарантирует одного и того же исхода. И это само по себе честнее любой уверенной картинки конца света. Для живого на планете вопрос в любом случае закрывается намного раньше физического поглощения. Испаренные океаны и сорванная атмосфера решают его за миллиарды лет до того, как поверхность вообще коснется раскаленной оболочки звезды. Когда плотность
емкость и температура в ядре доходят до нужного порога, зажигается гелий, и происходит это почти взрывом, который называют гелиевой вспышкой. Внутри ядра за считанные секунды выделяется энергия, сопоставимая по мощности с целой галактикой, но снаружи не видно ровным счетом ничего. Вся эта энергия уходит на то, чтобы снять с вещества ядра лишнее давление вырожденного состояния, и наружные слои звезды просто не успевают заметить, что творится в ее сердцевине. После вспышки Солнце на время сжимается обратно, примерно до 20 своих нынешних радиусов, и в таком виде сжигает гелий в углерод и кислород около 100 миллионов лет. Затем гелий в ядре тоже заканчивается, и звезда раздувается второй раз, уже на асимптотической ветви гигантов, еще крупнее первого красного гиганта. В самом конце этой стадии звезда сбрасывает внешние слои резкими вспышками, буквально за 10 тысяч лет, теряя примерно от трети до 2/5 всей своей массы. Гравитация звезды при этом слабеет вместе с ее массой, и планеты, которые уцелели, реагируют на это просто. Их орбиты расширяются, у некоторых почти вдвое, по сравнению с нынешним расстоянием до Солнца. Сброшенное вещество на несколько десятков тысяч лет вспыхивает светящейся оболочкой вокруг обнаженного ядра. Название тут обманчивое. Планетарной туманностью это назвали еще в те времена, когда в слабый телескоп такой объект выглядел просто мутным круглым диском, похожим на диск планеты. А к самим планетам это явление отношения не имеет. Похожую форму уже сейчас показывает туманность улитка, и она вполне годится как черновой портрет будущего Солнца в эту стадию. То, что остается после этого, это ядро размером примерно с Землю, в котором упаковано почти все, что было у звезды. Плотность там такая, что одна чайная ложка этого вещества весила бы несколько тонн. Новый термоядерный синтез внутри уже не идет, и светится этот остаток только за счет запасенного тепла, постепенно отдавая его в пространство. Здесь слово «угасание» наконец подходит без всякой натяжки. Спорить о росте яркости больше не с чем. Белый карлик просто излучает остаточное тепло в пространство на протяжении огромного отрезка времени, самое меньшее – десятков миллиардов лет, медленно остывая в сторону гипотетического холодного угля, который астрономы называют черным карликом. Есть здесь честная оговорка. Возраст самой Вселенной, меньше 14 миллиардов лет, попросту не дал ни одному белому карлику времени доостыть до этого состояния. Поэтому черный карлик существует только в расчетах, а не вживую. Его никто и никогда не наблюдал. Примерно в это же время, по старым расчетам, ожидалось столкновение нашей галактики с туманностью Андромеды, примерно через 4 или 5 миллиардов лет. Свежие расчеты по данным орбитальных телескопов дают этому сценарию шансы не выше, чем у подброшенной монеты, и то лишь ближайшие 10 миллиардов лет. А это хороший повод лишний раз не путать красивую картину с готовым фактом. Даже при полном столкновении звезды внутри двух галактик почти никогда не сталкиваются друг с другом напрямую, слишком велики расстояния между ними. Так что этот сюжет остается зрелищем на небе, а не причиной физической гибели Солнечной системы. Ничего из этого сценария не относится только к нашей звезде. Похожим путем проходит почти любая звезда солнечного типа во Вселенной, только с разными сроками в зависимости от массы. И поэтому историю одного желтого карлика можно уверенно проецировать на тысячи похожих звезд, которые прямо сейчас только начинают свой путь по главной последовательности. Даже остывающему угольку бывшего Солнца не дадут спокойно долежать в одиночестве. Расчеты орбитальной динамики говорят, примерно между 10 и 30 миллиардами лет вперед мимо системы пролетит другая звезда достаточно близко, чтобы вывести из равновесия орбиты всего, что уцелело, и вытолкнуть почти все планеты прочь, кроме, вероятно, Юпитера. Еще примерно через 100 миллиардов лет очередное такое сближение способно оторвать от белого карлика и Юпитер тоже. У бывшего Солнца, скорее всего, не останется вокруг ни одного спутника вообще, только холодный шар размером с Землю посреди пустой орбиты. Совсем один. Для сравнения масштабов, вся история человека разумного умещается в несколько сотен тысяч лет, а письменная история цивилизаций еще короче. Тогда как сама Вселенная существует немногим менее 14 миллиардов лет. Все, что рассказано здесь про будущее Солнца, растянуто на отрезок времени, который в разы длиннее возраста самой Вселенной, и уложить такие сроки в обычную человеческую интуицию попросту невозможно. Солнце и гаснет, и становится ярче. Только эти два процесса
Солнце живут на совершенно разных этажах времени. Почти всю свою активную жизнь, включая сегодняшний день и ближайшие несколько миллиардов лет, оно не тускнеет, а набирает яркость. Для Земли опасна не последняя тьма в невообразимо далеком будущем, а лишний свет, который придет значительно раньше. Настоящее угасание начинается только тогда, когда Солнце перестает быть узнаваемой звездой вообще и тянется потом еще десятки миллиардов лет, в те времена, когда спросить об этом будет уже некому.